Друзья, добрый день, привет, меня зовут Катя, и вы на канале о красивых вещах. Сегодня будет видео, посвященное вышивке крестиком, и мне бы хотелось вернуться к теме планы на месяц. Дело в том, что я, как и многие из вас, очень остро нуждаюсь во времени. Время – это такой очень дефицитный для меня ресурс, и чтобы извлекать по максимуму из тех крох свободного времени, которыми я обладаю, я решила как-то все это дело упорядочить. И если не планировать на год, то планировать хотя бы на какой-то короткий период времени. Хочется, чтобы работы продвигались, чтобы они не залеживались, чтобы канал был живой, интересный, в первую очередь для меня, для самой и для вас в том числе. Начать я хочу вот с этой красоты. Это подарки от рижских рукодельниц. Я в начале января была на каникулах вместе со своей семьей в прекрасном городе Рига. У меня есть небольшой 5-серийный сериальчик по этому поводу. И я там попыталась рассказать немножко свои ощущения от города, впечатления, эмоции и познакомить вас с парой рукодельных интересных мест в очень легком формате, ничего такого академичного, просто болтовня и прогулки по городу. К счастью, мне удалось встретиться с двумя прекрасными своими, уже язык не поворачивается сказать, зрительницами. Своими сейчас я уже думаю, имею смелость, вернее, так сказать, друзьями. У Агиты есть свой канал, который называется Sweet Berry Stitch, а Эмилия, это звезда просто видео с канала Лен Багет Мастер. Прекрасная, просто у меня нет никаких других эпитетов, просто прекрасная. Вот девочки мне надарили, несмотря на то, что совершенно не стоило, и встреча собралась такая, знаете, очень моментальная и быстрая. Мы буквально встретились в кафе на пару часов поболтать, но такое тепло от этой встречи осталось, и вот небольшие подарочки, которые мне девочки подарили. Иголочки одни уже в работе. Посмотрите, какие ниточки прекрасные. Вот эти вот два цвета старые мои знакомцы. А вот это вот новички в моей коллекции. Я думаю, что надо с ними, конечно, что-то устроить. Такие красивые цвета, очень нежные, акварельные. Впереди у нас весна. Мы с вами ждали Новый год. Новый год дождались. И можно со спокойной душой ждать весну. И смотреть уже в сторону каких-то летних цветов, легких, ярких, цветочных. И вот я думаю, что это как раз такие цвета и есть. И вот интересная очень ткань. Я вам хочу показать. Это не ткань для вышивки, но это ткань ручного крошения. Это хлопок канадский. Вот, смотрите, какая красота. И я думаю, что я тоже на нем что-нибудь вышью. Это не будет вышивка крестиком, это будет что-то кладевое или что-то не требующее какой-то такой разметки в виде канвы. Просто ткань замечательная, надо, конечно, ее применить в дело. Она достаточно плотненькая, очень красивый вот этот вот окрас, пятна красивые. Разберемся с этим, как все это стирается, чтобы не испортить, не повредить, не навредить ничего. И в бой. Еще очень мне нравится вот этот платочек. Да мне все нравится, конечно. Смотрите, платочек. Не платочек, просто отрез ткани с принтом основных достопримечательностей Риги. Вот мы здесь видим петушков на шпилях, дом черноголовых, вообще все. Всю вот эту красоту я тоже уже придумала, куда это все буду использовать. Вам пока не расскажу, пусть будет интрига. Спасибо, девочки, еще раз за подарки. Они все у меня обязательно будут в работе, будут меня радовать и как в виде готовых вещей, так и в виде процессов. Спасибо еще раз большое. Итак, друзья, вот это первый из тройки процессов, который я планирую
продвинуть в январе 2019 года. Это набор «Казанская Богоматерь» от компании «Т. Гувернер». Настолько древний уже мой процесс, что я не могу вспомнить, когда я его начала и почему, собственно, не вышиваю. Ну, не вышиваю, потому что он сложен для меня. Здесь очень много, вот, ну, вы видите, чего тут очень много, все очень похоже, одинаковое. Но не в этом проблема, а проблема в том, что его надо вышивать на раме. То есть сейчас у меня образ жизни такой, что мне нужен процесс какой-то мобильненький, схватила пяльцы, чуть-чуть повышивала, быстро убрала. Вот этот процесс, он не быстрый. У меня есть работа, натянутая на раму, у меня есть станок для нее, у меня есть коробка с 2 органайзерами пака, игольчатыми, плюс ниточки, плюс схемка бумажная. В общем, это все не быстро. И надо мне каким-то образом сделать себе мобильную версию вот этой работы и приспособиться вышивать уже в новых реалиях. На кресло, в котором я сейчас вышиваю, станок не входит, а часто вышивать на диване я не могу, поэтому это удовольствие у меня такое эксклюзивное, поэтому все моменты, когда у меня будет доступен диван и возможность пользоваться станком, я буду вышивать эту работу, не отвлекаясь ни на что другое. Буду стараться, по крайней мере, до конца января хочется продвинуться. Что мне хочется сделать? Мне хочется закрыть вот эту часть, сделать ее такой же полной, как с этой стороны, зашить полностью, вот примерно где-то до этого уровня, то есть вот этот вот кусочек весь закрыть. Ну, кажется, что здесь вроде можно с этим справиться, выполнимо, поэтому вот ставлю пока себе вот такую небольшую, но доступную цель. Процесс, который бы я хотела повышивать в январе, не просто повышивать, а довести его до логичного завершения, это вот этот зимний домик. Я практически закончила работу со стенками этого домика, и мне осталось вышить донышко и вышить крышу. Донышко и крышу я буду вышивать вот на такой темно-синей аиде. Насчет сборки я не уверена, что дело дойдет в январе, но вышить полностью все оставшуюся крышу и закончить декор елочки в январе я ставлю себе такую цель. Здесь на самом деле работы не так уж и много, просто надо сесть и сделать. Сейчас уже опять новогодний период прошел, хочется уже чего-то весеннего, чего-то яркого, красочного. Ну, у меня следующая работа будет такая, да и эта тоже яркая, красочная. Просто надо сделать над собой усилие и закончить. Вы можете, конечно, меня спросить, зачем тебе это надо, отложи, потом закончишь. Но 2-й год подряд откладывать вот такую небольшую работку мне не хочется. Мне хочется уже собрать вот этот готовый домик и приступить ко 2-му дому, который у меня будет очень серьезный, большой. Как раз я думаю, что я его за год потихонечку соберу. Это будет костел или ратуша, чуть я не помню уже, с красивыми башенками. Там надо будет повозиться, на этом мне надо набить руку. Я, конечно, думаю, что я справлюсь, но это надо доделать уже. Мне это хочется закончить. Это вот мой 2-й процесс. Мне к тому же нужны куснапы для моих балерин. И надо их освобождать. Третий проект, он самый-самый свеженький, еще вы его не видели у меня в таком рабочем состоянии. Это наборчик, вернее, да, это процесс по набору от компании Mill Hill. Вот такие вот котята, здесь будет красивое, заходящее, мне кажется, солнце, немножко хэллоуинский дизайн. Но вот сейчас его пришло время. Вот таким вот образом будет выглядеть готовый результат. Ну и вы видите, что я достаточно уже
хорошо продвинулась. У меня вышита полностью вот эта вот правая сторона тыквы. Вот здесь будет еще красивая пуговка. Она такая яркая, будет доминантой вот этого дизайна. И, конечно, мне хочется его побыстрее вышить, чтобы он не залежался, потому что пока такие работы маленькие, как правило, вышиваются, пока есть запал, энтузиазм, раш, вот, ну, как хотите это называйте, пока есть интерес к этой работе, надо заканчивать. Ничего не беру, хотя очень хочется вот одно что-нибудь из того, что я вам уже показала, повышивать, но не беру пока специально, чтобы закончить вот этих котят. Осталось тут совсем немного. Вот сложно вышивать вот эти деревья и траву. Немножко муторно, а мне кажется, солнышко вот в этих красивых желто-оранжевых цветах будет вышиваться очень даже хорошо. Тем более тут достаточно очень легко разработан дизайн, и вышивать на самом деле одно удовольствие. Я сразу же пришиваю бисер. Бисер здесь пришивается ниточкой похожего цвета мулине, не мононитью. Мононить в комплект не входит. Часть бисерина, как, например, вот этих котиков и на тыквах, пришивается крестиком. А часть бисеринок, как вот, например, вот эти зеленые бисеринки или бисеринки вот здесь вот на дереве светло-оранжевые, такого медового цвета, они пришиваются полукрестиком. Вот этот, кстати, контур на дереве из бисера, он, видимо, символизирует или показывает отблеск солнца на ветвях и на стволе дерева. Смотрите, как классно. Вот. Поэтому надо внимательно смотреть, когда вы работаете с этим процессом, чтобы правильно пришить бисеринку. Это прям четко видно. Где-то они должны быть в наклон, где-то они должны быть строго перпендикулярно, то есть в таком же направлении, как и крестики. И я стараюсь выполнять все по схеме и не придумывать ничего от себя. Ниточки я разобрала еще в отпуске. Да, этот процесс я начала в отпуске в Риге. И, собственно говоря, эти котики у меня связаны непосредственно с этим городом, потому что там есть дом с кошками. К сожалению, в последний день мне не получилось найти этот дом, он какой-то вот заколдованный. Придется ехать туда еще раз, чтобы сфотографировать котов на фоне дома. Но вообще я его видела, я знаю, в каком он районе, где он примерно должен быть, но до такой степени заморочили нам кошки эти голову, что мы его не нашли. Ниточки разбирались относительно легко, за исключением вот этих рыжих цветов. Я перепутала, немножко неправильно их распределила, поэтому всегда, конечно, у Милхила стоит сверяться с картой DMC, потому что номера в ключе, вернее, названия цветов в ключе сопровождаются реальным номером DMC. У меня с собой карты не было, но я открыла интернет и просто посмотрела, как выглядит этот цвет, и это было критично. Например, вот для этих двух цветов, серый и голубой он у них шел, серый. Потому что со серой сначала я приняла вот этот цвет, он выглядит как серый, а на самом деле серый это вот этот серо-зеленый, а голубой это вот этот серый. Ну, так называют. И такая же тема с оранжевыми цветами. Посмотрите, как близко идут оттенки. И тут надо очень аккуратно, конечно, смотреть. Медовые оттеночки, тоже с желтыми не перепутать. Ну, если сомневаетесь, сверяйтесь с цветами DMC. В интернете сейчас очень много информации. Очень хорошо можно рассмотреть цвета, которые заявлены, и сравнить с тем, что у вас получилось в палетке. Ниточки в состав набора входят DMC, перфорированная бумага и бисера. Бисера аж 8 цветов, 8 разновидностей, вернее. Вот 3 пакетика. Я ничего не рассортировываю, я их просто определила однажды каким-то образом. Ну, это достаточно легко было сделать. Опять же, на ютубе очень много мастер-классов по тому, как это делается. Подписала цвета, подписала значки. И вот, когда приходит пора очередных стежков бисером, я просто достаю нужный цвет и работаю. И вот, собственно говоря, пуговка, она. О, классно. Жду не дождусь, когда дошью этот процесс до конца. И это должен быть финиш января. Так,
Получается так, что в январе я планирую одну работу хорошо продвинуть, вторую работу завершить вышивку, как минимум, оставив сборку на следующий месяц, на февраль. И вот эту работу я планирую завершить полностью. В идеале, если мне получится отнести ее в багетку, потому что я хочу подобрать под нее рамочку. Мне не очень нравится родная рамка, вернее, мне нравится родная рамка, но это надо идти в магазин, заказывать, вернее, в интернет-магазин, заказывать эту рамку, ждать. Мне хочется сходить и выбрать что-то тоже простое, лаконичное, но уже без магазинов, чтобы мне просто в багетке собрали раму похожую, ну вот, либо на что-то это, либо, может, что-то я свое подберу, посмотрим, поэкспериментировать. Почему-то есть желание оформить ее без стекла, потому что ну, она слишком 3D тут все. Чтобы она стояла у меня в шкафу с книгами и радовала меня. Вот такие планы на январь вышивальные. В конце января или в начале февраля обязательно сверимся с этими планами и подумаем, как нам быть в феврале. Ребята, скоро выпущу видео по очень интересной теме. Предлагаю вам одну игру, развлечение, забаву, которая связана с вышивкой. Называется эта игра «Охота за вышивальными сокровищами». Пока объявление есть только в моем инстаграм, так что если вам интересно, пожалуйста, проходите. Сейчас на экранчиках вы видите мой аккаунт в инстаграм. Если неудобно отсюда, то можете пройти по ссылочке в инфобоксе, либо подождать объявления через недельку здесь на YouTube. Мне кажется, мы с вами очень можем неплохо поиграть в этом году. По крайней мере, просто развлечься. И эта работа у меня тоже будет участвовать в этой игре, как и что, чуть позже. Спасибо вам за внимание. До скорых встреч и пока-пока.